Здравствуйте, друзья! Покажу вам, как рисовать траву правильно. Это пример, как не нужно делать. Трава у нас тут слишком простая, примитивная и скучная. Отмена. Итак, правило первое. Трава имеет разную высоту. У каждой травинки своя длина. И поэтому, если мы смотрим на траву в комплексе, в скоплении, то она силуэт имеет волнообразный. Делаем такое упражнение. Свободно создаем штрих. Следим за разнообразием высоты. То подъемы, то спады. У нас появляются как и вершины, так и впадины. Разной формы, амплитуды. Вот видите, если мы проведем, похоже на волну. Но волна разная. Где-то сильно поднялась, где-то сильно опустилась. Углы спусков разные. Также разные массы, пустоты. Постоянно следим за разнообразием, чтобы не было повторов. И переходим ко второму правилу. Здесь мы изучим массивы травы, скопления в пучки. Они также имеют разный объем. Некоторые широкие, другие поуже. Также это касается пустот. Они такие же разнообразные и отличаются друг от друга. Где-то больше пропустим, где-то меньше. Вот еще одну тройку пучков нарисуем. И снова они отличаются от соседних. Средний, маленький, большой. Пустоты такие же. Правило третье. Это угол травы. Делаем его небольшим, чтобы отличия у нас были не слишком интенсивные. Влево, вправо. Какой-то будет прямой. Тут я уже в скоплении покажу. Свободно это делаем. Слишком не нагибаем травинки. И идем дальше. Четвертое правило касательно штриха. Нажатие на карандаш. Делаем это таким образом, начиная от основания травинки. На карандаш надавливаем. И чем ближе к верху, тем нагрузку мы снижаем. У нас появляется такой градиент по тону. И плюс травинка сама заостряется ближе к концу. Это надо потренировать. Поначалу это непросто, потому что линии будут почти все одинаковые. Поэтому стоит потренироваться с нагрузкой на карандаш. И теперь, учитывая все наши правила, мы можем сделать набросок. Делаем первые травинки. Собираем их в пучок небольшой. Не забываем за первое правило. Высота разная. Также за второе. Тот самый пучок. Угол. И нажатие. Нажали и отпустили. Карандаш сам рисует под собственным весом в конце. Можем размещать по всей зоне, которую мы себе выделили, и использовать 4 правила. То есть свободно разбрасываем в выбранном участке, создаем пучок в данном случае, добавочные соседние, закладываем небольшую композицию, используем все, что изучили. Для каждой травинки.
Корректируем. Добавляем новое. Усиливаем пучки, как во втором правиле. Углы, высоты, нажатие, пустоты между пучками. Они также важны для общего рисунка и узора участка нашего. Можно чуть-чуть еще усилить плотность пучков, скоплений травинок. Добавляем акценты с большими углами травы. Усиливаем разнообразие. И переходим к следующему упражнению. Это у нас будет скопление травы уже в более масштабном формате. То есть полянка небольшая. Делаем первый ряд, как в упражнении ниже. Контраст пока у нас будет слабенький. Правила те же самые. Следим за первым, вторым, третьим и четвертым. Постоянно. Добавляю второй ряд. Второй ряд у нас условный, потому как массив травы общий. Идет уже третий. Контраст слабее, с учетом воздушной перспективы. Теперь мы создаем пучки по второму правилу. Контраст усиливаем. Идет наслоение штрихов. Тем самым мы усиливаем плотность травы, объем. Понемногу сливаем наши пучки первого и второго ряда. Переходим на третий. Вспоминаем правило первое. У нас ряд будет крайним, и поэтому делаем акценты травинками. Четвертое правило. Нажимаем, отпускаем. Снова возвращаемся к первому ряду. Пучок. Плотнее делаем. Это у нас очередной слой. Начинаем уже перемещаться свободно по всему участку. Усиливаем пятнами. Все больше тени. Травинки акцентированные появляются. Все больше насыщаем. Трава становится плотнее. Выравниваем акцентами. Возможно однообразие. И теперь можем взять резинку и сделать освещенную траву. Используем острый угол резинки. Нажатие свободное, резкое. Стараемся не перетрудиться и стереть слишком много графита нашего рисунка, чтобы появились такие широкие пятна. Ну, тут тоже нужна небольшая практика. И компенсируем снова штрихом, возвращаем плотность травы, общий рисунок. Снова акцентированные травинки перекрывают освещенные. И все дальше движемся к усилению объема. Еще пучок со второго правила.
для усиления. Если перестарались, не беда, можно поправить. С травой это несложно. И для этого упражнения, в принципе, будет достаточно. Сделал я небольшую заготовочку с камнем, чтобы нашу траву показать в среде. Это будет небольшой набросок. Начинаем нашу траву забрасывать вокруг камня. Придерживаемся тех же правил. Высота, плотность пучков, угол. Здесь я использую резинку и теневую часть камня, чтобы появился контраст с освещенной травой. Также использую ее как и карандаш, применяя те же правила. Пучки, углы, высоты. Перекрываю ненужные белые участки. Забрасываю новыми травинками. Акценты. Можно сделать некоторым большой угол. Здесь я уже увеличу скорость, потому как принцип повторяется. И больше как демонстрация будет. Все то же самое. Высота, плотность пучков, густоты, угол, нажатие на карандаш. Все эти 4 правила прокручиваем при рисунке. Так что пробуйте, тренируйтесь. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Трава, с одной стороны, не сложна, но ритм нужно будет освоить. Перед рисунком посмотрите фотографии травы. Будет возможность позже посмотреть ее вживую. И вперед творить. На этом все. Спасибо за внимание и до новых уроков. Удачи!